Первый икон и, наверное, самый основной говорит о том, что каждое существо в окружающем мире имеет право свободного выбора, и никакое другое существо не имеет права этот выбор отнимать. На более высоком уровне существует понятие ограничения этого икона, то есть существо более высокого уровня сознания, которое контролирует это существо, может ограничивать его свободу тогда, когда эта свобода разрушает и мешает свободе других существ. Изначально каждый из вас свободен, и никто не имеет права за вас делать выбор. За исключением той ситуации, когда вы сами этот выбор не можете делать, и кто-то отвечает за вас, как за существо, как за сущность, делающий выбор. Это, в частности, может касаться маленьких детей, которые не в состоянии сами его сделать. Второй икон – это икон гармонии Вселенной. Он говорит о том, что если вы не встраиваетесь, не резонируетесь правильно с Вселенной, Вселенная будет ущемлять ваши возможности. Он говорит о том, что вы являетесь частью Вселенной и выполняете некую функцию, некую возможность. Ваше существование в этой Вселенной дает возможность вам перейти от одной формы существования в другую, более совершенную. И для этого вы должны правильно резонировать с окружающим миром, то есть не разрушая всего того, что вам дается для вас лично, либо для окружающих. Человек, не понимающий, что он живет в мире в коне резонанса, а не в коне личных желаний, будет ограничиваться, условно говоря, этим вторым коном. Каждый человек должен стремиться вступить в общение с окружающим миром на правилах этого мира и ничего ему не диктовать. Ваша свобода существует только тогда, когда она не нарушает свободу лиц существующего. Кон резонанса, либо кон отношения с окружающим миром говорит о том, что вы должны уважать законы Вселенной, правила мироздания, которые позволяют этому миру существовать. То есть вы признаете и принимаете этот мир в той форме, которая она существует. Если вы не принимаете этот мир, вы начинаете с ним бороться, то есть фактически его разрушать. Вы будете подвергнуты ровно тем же вибрациям, ровно тем же воздействиям, которые вы направляете в окружающий мир. Третий он говорит о том, что в этом мире существуют правила, которые позволят вам либо развиваться, либо деградировать. Он говорит о том, что у каждого человека существует свое место в мире и свое назначение. Этот закон говорит о том, что человек может либо развиваться, либо деградировать. Закон свободного выбора дает вам возможность делать выбор в ту или иную сторону. Вы можете также ничего не делать, оставаясь в состоянии ожидания. Но долгое пребывание в состоянии ожидания будет частично блокировать вашу энергию и забирать часть ваших ресурсов. Это он говорит о том, что все, что вам дано, дано на время и дано для того, чтобы вы чему-то научились. Каждый человек должен уметь правильно принимать то, что ему дается, и в нужное время отдавать. Это кон соответствия. Его еще иногда называют коном кармы. Все приходящее однажды уходит, а все уходящее однажды заменяется чем-то другим. Умение принимать и умение отдавать. Этот кон является славянским коном, и он широко выражен в славянском миропонимании. Истинный славянин, истинный русский никогда не будет делать то, что позволит порабощать либо кого-либо, либо какую-то систему в целом. Русский человек всегда встраивается в систему, пытаясь изменить себя к лучшему и изменить саму систему. Четвертый кон более сложный. Он тоже связан с нашей традицией. Он говорит о том, что всякое существо должно уважаться, либо выражать любовь к более высокостоящему существу, то есть существу, находящемуся на более высоком уровне развития. Вы не имеете права навязывать существу, находящемуся на более высоком уровне развития, свои правила, свои иконы и свои решения. Существо, находящееся на эволюционно более высоком уровне развития, имеет право ставить вас в определенные ситуации, создавать вас для определенной команды, либо даже вас блокировать. Уважение к тем, кто находится на более высоком уровне развития, является по сути выражением чувства любви или чувства единения со Вселенной. Пока вы имеете правильное отношение и правильно понимаете эти иконы, вы будете правильно выполнять те команды, те советы, которые дают вам вышестоящие существа, и будете иметь возможность идти по пути не просто осознанно, но и целенаправленно. Это в большей степени относится именно к тем, кто является вашими наставниками, вашими покровителями. Правильно понимая этот закон, вы сможете именно целенаправленно идти по пути, а не заниматься вечными поисками и не тратя свои силы на попытку найти что-то более ценное и более целенаправленное и практичное, что вы существуете на данный момент. Пятый закон говорит о том, что однажды все, что было создано, переходит в некую другую форму, то есть более высокую. Если форма не переходит в более высокую форму, закончив некоторое количество циклов, как правило, она деградирует. Тот, кто ничего не делает и не стремится к развитию, исходя из промежутка времени и из ситуации, разрушается. Этот
закон перехода форм или закон эволюции. Вы все подвержены этому закону. Этому закону подвержены все существа до последнего уровня. Тот, кто создал все сущее в окружающем мире, как бы сам в какой-то степени относится к этому закону и через этот закон создает саму ситуацию эволюции. Последнее, о чем мы хотели бы вам сказать, и что было бы достаточно на сейчас для вашего понимания и для вашего использования, это последний закон говорит о том, что всякое намерение должно быть осмысленно. Не делайте ничего, не понимая того, что вы делаете. То есть будьте разумными. Всякое ваше действие должно быть целенаправленно. За каждым вашим поступком должно лежать понимание. То есть опирайте свою волю на понимание. Понимание, достигшее высокого уровня развития, называется мудростью. Все совершаемые ваши поступки должны быть следствием вашей мудрости, а ничего-либо остального. Это так называемый закон соответствия. Закон соответствия структурной причины Вселенной. Как только вы выходите на более высокую форму восприятия Вселенной, вы получаете более утонченную, более сильную форму эволюции и более мощную технологию изменения самого себя. Это очень важный закон. Если даже вы используете его, но не используете все остальные, вы фактически можете изменить фактически все остальное. Эта мудрость приходит со временем, и мудрость приходит тогда, когда вы принимаете окружающий мир. Воспользуйтесь этим последним советом, последним законом, и вы получите некое универсальное правило для решения большей части задач.